Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю большой торт-книга, торт для любимой учительницы. В процессе украшения расскажу, что значит надпись. Здесь очень такая душевная на торте, на немецком языке. Торт в таком немножко старинном гобеленовом стиле, как бы такие шелковые цветы на нем сверху. Торт буду украшать белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала сделаем несложные розочки. Насадка скошенная роза, 2 см на выходе. Я ее сделала более узкой при помощи плоскогубцев. Крем коралловый, буквально 2 столовые ложки здесь у меня кораллового крема. Я сейчас отсаживаю вот в том месте, где узкий выход у насадки, вот такую полосу примерно в сантиметр толщиной. И вот как мне удобно будет это держать. Примерно вот так вот 10 сантиметров в длину. И оставшееся пространство кондитерского мешка я заполняю таким персиковым кремом. Сейчас в процессе украшения я расскажу, как сделать коралловый и персиковый цвет у крема. Что нужно смешать. Выпускаю лишний крем из насадки и делаю розы. Здесь первые несколько розочек у меня просто не сфокусировалась правильно камера. Поэтому показываю, но они здесь все одинаковые, показываю уже последующие. Делаем основание, накручиваем бутон. И все последующие лепестки слегка вот так вот поддеваем острием насадки, чтобы они казались более такими естественными, чтобы они были немножко такие острые лепестки. Делается это все элементарно просто. Здесь показываю, как именно сделать без использования различных дополнительных распылителей, а как сделать естественным путем такой более или менее похожий на натуральный цвет. Цвет здесь у меня коралловый, который яркий. Как я его сделала? Буквально каплю красного красителя и буквально на кончике ножа желтого красителя смешала с белым кремом, и получился вот такой насыщенный коралловый цвет. А уже персиковый сам цвет я сделала так, что я взяла здесь буквально столовую ложку вот этого уже готового вымешанного крема кораллового и просто вымешала его уже с белым белково-заварным кремом. Получается все в одной гамме и просто как плавный переход такой. Теперь показываю, как сделать уже такую полураскрывшуюся розочку, то есть 3 размера покажу, потому что делаются они элементарно просто. Самый главный принцип, когда мы делаем уже такой полураскрывшийся бутон, мы сами лепестки прижимаем уже более к основанию. Поэтому я их окончание этих лепестков не поддеваю уже насадкой, чтобы не деформировать этот сам бутон. И третьим вариантом показываю, как сделать бутончик. То есть накручиваем, где-то легкие надрывы будут в креме. Это даже так и лучше, что более естественно все это смотрится. И все, в принципе, бутон уже готов. У меня 12 вот таких розочек разного размера получилось. Я еще потом сделаю 5 бутонов таких уже на самой поверхности. И этого хватит. Торт я уже сам покрыла белково-заварным кремом. Для аэрографа беру кипяченую воду холодную. Цвет здесь у меня каштановый. Делаю ненасыщенный цвет. То есть краситель пищевой гелевый здесь у меня хорошо разбавляю водой. Иначе боковины у книги будут очень темными. Аэрографом я здесь прохожусь только по боковинам и слегка захватываю верхнюю поверхность торта. Сейчас беру обычную силиконовую кисточку. Также у меня здесь та жидкость, которая у меня осталась от аэрографа. Постоянно омакивая кисточку в эту жидкость, делаю вот такую имитацию очень простую, очень быструю страниц книги. Делается все элементарно просто. Здесь самое главное учесть то, что когда мы уже покрыли поверхность белково-заварного крема аэрографом, очень важно сразу же здесь работать этой кисточкой. Ничего не нужно ждать, потому что потом жидкость впитается в крем, и поверхность торта может покрыться пузырями, и будут разрывы уже на торте. Поэтому сразу же работаем здесь кисточкой. Кисточку не забываем постоянно смачивать и промывать вот в том красителе, который мы заранее приготовили. Итак, сейчас еще пройдусь
таким кондуриновым спреем, как бы позолотой. Здесь очень важно спрей этот наносить с расстоянием минимум в 50 сантиметров от торта. Иначе будут такие некрасивые акценты, которые потом уже ничем невозможно будет убрать. Вот это очень важно. Здесь как бы под старину поблескивают вот эти боковины страниц. Очень красиво смотрится и всего в меру. Если у вас нет такого кондурина, ничего страшного, можно и без него здесь обойтись. Есть такие специальные сухие распылители, также кондуриновые продаются. Не обязательно пользоваться здесь таким спреем, потому что спрей он тоже может, если он не совсем качественно сделан, брызги оставлять такие пятна. Поэтому если есть у вас сухой, тоже можно сухим кондурином. Сейчас удаляю остатки кондурина с подложки. Обязательно это нужно сделать, потому что потом уже, когда сделаем бордюры, это будет сделать невозможно. Насадка номер 16, 4 мм, открытая звездочка. Этой насадкой я сейчас сделаю все бордюры. Цвет у меня здесь каштановый у крема. Белково-заварного крема здесь на украшение полностью всей этой книги, на цветы, на покрытие у меня ушло из расчета порции примерно на 200 грамм белка, потому что я варила на 250 грамм белка, но крем остался, естественно, не растраченный. Если вы новичок, чтобы вам просто сориентироваться, размер здесь торта 30 на 25 сантиметров. То есть он не маленький, этот торт, но и не огромный. На моем канале есть огромные книги, которые украшаются немножко по-другому. Там используется, конечно, другое количество крема. Сейчас очень важно нанесение сахарной картинки. Обязательно из центра на края. Итак, перевод этой надписи, как я обещала. Что она гласит, эта надпись? Найти замечательную учительницу нелегко. Тяжело с ней расставаться, и невозможно ее забыть. Очень душевные такие слова. Делался этот торт для учительницы младших классов, 1-2 класса, которая уходила на пенсию. Она очень любит именно цвета вот такие вот персиковые, оранжевые, теплые такие. И поэтому в ее любимых тонах делалась эта книга. По этому же принципу бордюр делаю вокруг надписи. Как я уже сказала, цвет у меня здесь каштановый. Цвет этот как достигается, если у вас нет каштанового красителя? Следует взять коричневый краситель, каплю красного и на кончике ножа желтого. И получится красивый каштановый цвет. Теперь насадкой, тоже звездочка, но 8 мм на выходе, делаю закладку. Потом все это я буду немножко так размолаживать цветочками из мастики. Сейчас делаем как бы основу такую для всего остального потом, вот этого цветочного изобилия, чтобы основа была такая нейтральная. За собой закладка это повлекла вот именно такой немножко влажный крем. И ставлю туда бабочку сразу. Выставляю сразу розы на торт. Очень важно здесь не делать для них основания. Это очень важно. То есть сразу их ставим на сам торт. Единственную кремовую подушечку я сделала для центральной розы. Больше нельзя, иначе все это будет смотреться ужасно громоздко и некрасиво. Все розы выставила сейчас на торт. Сейчас здесь у меня насадка обычный тюльпан. Крем я окрасила в теплый розовый тон. Не в холодный, а именно в теплый. Как его сделать? Элементарно просто. То есть берем красный краситель на кончике ножа и вымешиваем где-то с 5-6 столовыми ложками обычного белого белкового крема. Сейчас вот такими цветочками из мастики, заранее заготовленными, просушенными, я украшаю все вот эти вот бордюры, закладку и так далее. Из насадки розы, которой мы делали розы,
Я отсаживаю еще 5 бутонов. В общей сложности у меня получится тогда 17 розочек вместе с этими бутонами. Насадка листик 6 мм на выходе. Цвет здесь у меня хаки. Если у вас нет цвета хаки в наличии, можно его сделать элементарно просто самим. То есть смешиваем зеленый краситель и каплю коричневого. И получается у нас цвет хаки. Ничего здесь такого яркого, пестрого делать не будем, потому что, как я уже сказала, делаю здесь композицию в стиле гобелен. То есть в стиле таких как бы нашитых цветов, может быть, вот мне это что-то напоминает здесь. Отсаживаю листья очень-очень аккуратно, чтобы ни в коем случае они собой не заглушали эту композицию. И здесь как бы такими слоями я буду наносить последующие все декоры. Декора здесь, в принципе, немного, но и немало. Выставляю бабочки. Бабочки все из вафельной бумаги. Посыпаю вот такой беленькой посыпочкой, очень мелкой. Она тоже осветляет немножко, так вот размолаживает всю эту композицию. Теперь розовые цветы выставляю. Учительница младших классов для самых маленьких, поэтому немножко такой детскости тоже присутствует в торте. Здесь шарики из мастики заранее заготовленные, тоже для такого освежения композиции использую. Можно все это белым кремом сделать, но я делаю вот именно из шариков. Бабочки обычные из вафельной бумаги. Эти бабочки, они ни в коем случае никак не деформируются на белково-заварном креме. Их смело можно использовать. Рецепт белкового крема итальянской меренги я оставлю вам, конечно же. У меня есть 3 видео, как сделать его ручным миксером, планетарным миксером и даже без термометра и без весов. Все есть. Здесь сиреневой посыпкой делаю такие акценты. Можно это делать из крема, но из крема будет немножко уже грубовато, поэтому использую очень мелкую посыпку. Дополняю листиками, где это нужно. Сейчас здесь у меня насадка круг номер 6. Просто обычный круг, цвет майской зелени. Делаю такими акцентами, совсем малюсенькими. Такие как бы листики, стебельки, как хотите их назовите. Делаю, чтобы слегка придать такой живости этой композиции. Также по бордюрам прохожусь. И в принципе торт мой уже готов. Торт в принципе делается несложно. Главное знать здесь, как это сделать. Ссылку на то видео, как делаются вот такие цветочки из мастики, я вам, конечно, оставлю в описании. У меня есть в отдельном видео, как я их делаю, просто здесь не хочется занимать в этом видео пространство. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.